Всем привет! Решил сделать приквел к предыдущему прохождению и показать, что можно сделать за стартовые 3 дня игры и реально ли заработать новичку на месячный прем за эти 3 дня. Кстати, идею для видео я придумал сам, как и Регара с идеей о заработке на эссенции. Итак, регистрируем аккаунт. Лучше всего это делать через мою реферальную ссылку, которая находится под видео. И если вы улучшите аккаунт до премиума, я получу 500 золота, которыми с радостью с вами поделюсь. Просто напишите мне в дискорде. Создаем персонажа. Я, как обычно, долго тупил с никнеймом, в итоге придумал очень оригинальный. Создал персонажа на аккаунте, который до этого использовал, так что не обращайте внимания на 2500 золота на счете. Быстренько пробегаем сюжетное обучение. Там нас знакомят с основами игры. Перед началом игры советую посмотреть видео про старт, которое делал я, а также видео от Экварта. Оба видосика довольно старые, но большая часть информации и логика действий в них актуальна по сей день. Перед тем, как выполнять задание на убийство еретиков, не забудьте купить еще одного ослика за 3 монеты для последующей перепродажи. В конце туториала вам предлагают выбрать локацию для старта неподалеку от одного из городов. Выбор особой роли не играет, лично я выбрал локацию рядом с Бриджвотчем, так как довольно мало играл в его окрестностях, а в новых черных со стороны оранжевых порталов еще ни разу не был. По прибытию нам дают премиум на 3 дня, который можно активировать в любой момент. Я советую вначале пройти обучающие квесты и определиться с тем, в каком направлении вы планируете развивать персонажа. В начале игры вам будут встречаться странные рекрутеры, которые кидают приглашения в гильдию всем подряд новичкам. Мне они чем-то напоминают пристающих к детям педофилов, поэтому я в настройках включаю автоматическое отклонение различных приглашений и продолжаю прохождение квеста. В процессе открываю ношение 3-го тира воинского оружия и всех видов брони. За квест получаю королевский знак. Его продажа в городе позволит купить необходимые на старте вещи. Затем прохожу оставшиеся 2 квеста, получаю золотую монетку и немного энергии крафтинга. Далее моей целью было создание инструментов добычи ресурсов 2-го тира. Для этого пришлось немного подобывать и поперерабатывать ресурсов прямо в этой деревеньке. В процессе открыл переработку Т3 ресурсов. Так как Бриджвотч город степного биома, в локациях рядом основные ресурсы кожа, волокно и металл. Поэтому следующая моя задача это открытие Т4 добычи хотя бы 2 из этих ресурсов. Собираю нехитрые пожитки и еду в Бриджвотч. Перед походом на рынок активирую премиум. Это снизит потери серебра на налогах. Продаю знак сразу, так как деньги нужны прямо здесь и сейчас. Изначально я хотел купить бычка и ехать добывать ресурсы, но оказалось, что не открыл ветку приключенца и еще не могу использовать Т3 маунтов. Зато могу использовать оружие 3-го тира. Т4 риверка еще также заблокирована, так что присоединяюсь к городской фракции, еду в Т3 локацию. Изначально планировал фармить статичный данж, но встретил рандомный и зафармил его. Дропнулись Т3 топор и копье. Плюс 6000 серебром нападало. Но самое главное, открылась ветка приключенца Т3 и ветка налетчика Т4. Пока действовал баф от еды, решил пробежать экспедицию Т4 в городе, чтобы получить еще один королевский знак. Его я также сразу продал и накопил почти 90 тысяч. Почти за 6 тысяч купил бычка. За 7,5 взял 4 Т5 пирога, чтобы получать небольшой баф на сбор ресурсов. Также купил Т3 сумку, хотя грузоподъемности мне бы более чем хватило, но бабки есть, так что можно помажорить. Беру фракцию и отправляюсь добывать шкуры, волокно и руду. После получаса добычи у меня сломался нож,
и пожелтел серп. Пришлось ехать в степ-кросс, чтобы там заодно переработать добытое. Оказалось, что под фракцией нельзя посещать эту локацию. Кстати, за полчаса добычи нафармил 1300 очков фракции. А перерабатывать ресурсы в начальной локации я решил потому, что здесь создание Т3 материалов бесплатно, в то время как в городе за это придется платить. Там, конечно, копейки, но зачем платить, когда можно не платить? Следующие полчаса добывал без фракции и открыл Т3 добычу кожи и волокна. А руду совсем чуть-чуть не дожал, сломалась кирка. После починки буквально за 2 минуты открыл Т3 добычу руды. Переработал все собранные Т3 ресурсы. Таким образом открыл 4 уровень ветки приключенца. Это позволит использовать Т4 маунтов и носить Т4 сумки и плащи, в том числе фракционные. Также, убивая животных для добычи кожи, открыл Т4 ношения топоров, латной брони, кожаных капюшонов и тканевых сапог. Это и будет моим основным билдом на данный момент. Перекрафченные Т3 ресурсы и Т2 инструменты выставил на рынок. Себе оставил только Т3 кожу, чтобы использовать ее для переработки цветной шкуры 4 тира. Купил себе инструменты 3 тира, экипировку 4 и продолжил сбор ресурсов под фракцией, параллельно убивая мобов. Вот что удалось добыть за полчаса. Я кое-что выставил на рынок и ушел на перекур. За время моего отсутствия продалась всякая мелочь, а я продолжил добычу. За следующие полчаса добыл 1,5 стака Т3 ресурсов и на 20% открыл Т4 собирательства кожи. Это дало возможность использовать очки обучения и апнуть сбор сразу до Т4. Тут же прикупил Т4 нож, поехал докачивать 20% Т4 жнеца. И на 19% случилось то, чего, я уверен, вы все с нетерпением ждали. Ганг под фракцией в нуболоке. Что сказать, ребята учатся PvP-шить. Я же совсем не расстроился, приоделся в 4.1 шмот, сел на Т3 коня, потратил на все это чуть больше 30 тысяч. Быстренько докачал жнеца, продал собранные ресы и ненужные инструменты. Взял пару супов, пробежал Т4 рандомку в королевских, понял, что это не очень выгодное занятие и решил попробовать пофармить призраков в красной локации. Kindlegrass Steppe. Как независимо друг от друга советовали Люпак и Регаро в начале видео. Немного не доехав до нужной локи, понял, что у меня не открыта не то что 6-я, но даже 5-я риверка. Разумеется, было принято решение качаться в черных землях. 4.1 сет, 3-й конь, почти 5-я риверка, я был готов к черным землям. Само собой, я сразу же встретил пак гангеров из арчей. Проявив чудеса тактики и показав великолепный скилл и взаимодействие, они смогли спешить и загангать нулевого персонажа.
Но к тому времени за счет продаж на рынке у меня накопилось целых 124 тысячи. И я без проблем снова оделся на 30. Прыгнул в восточный портал, нашел РД в южном углу карты. Данж оказался почищенным. Я как раз прожал сапоги, чтобы быстрее пробежать данж, но сразу наткнулся на нубаса типа меня и поймал его на мобах. Однако у него был бутылек здоровья, и шлем хранителя, так что победа не была легкой. Вот так я отбил свое предыдущее падение. Дочистил этот данжик, получил отличный в моем положении лут, поехал в город, скинул добычу, докупил ядов. Вернулся в Локун, намереваясь пофармить. Не успел дойти до первого пака, как уже мне в спину зашла пара добрых молодцев. Лесные феи, блин. Я без проблем добежал до выхода и на поверхности устроил с ними игру в догоняшки. В моменте было очень опасно. Потом мне это надоело, нашел еще один данж. Зачистил один пак и увидел, что дальше мобы почищены. Естественно, стало интересно, кто здесь фармит. На втором этаже услышал звуки боя и на спидах ворвался в спину двум фармящим и уже просаженным типам. Скоротечный сумбурный бой, и я записал на свой счет еще 2 фрага. Ну и учитывая уровень игры, я получил неплохой лут. Скипнув пару мобов, начал рубить демона перед босс-румом. Само собой, тут же прибежали мои знакомые феи. Первым был Лук, я понимал, что его напарник рядом, и решил просто свалить. Добежал до первого этажа, ашнулся, но не имея бабла, не смог сесть на коня,
И снова начались догоняшки с кровопуском. Рядом оказался вход в групповой рандом данж. Я провалился в него уже полумертвый. В данже кровопуск дал мне отрегениться, и к этому времени прошел кулдаун бабла. Я вышел из данжа, под баблом сел на лошадь и уехал в город. Починка обошлась в целых 50 тысяч. Но вестники окупили ремонт, остальной лут пошел в плюс. Я весело провел время, но 6-ю риверку так и не открыл. Так что надо было идти фармить. Из первого же портала выскочил злобный фаер, и я уехал в соседнюю локу, где таки смог зафармить пару РДшек. После чего съездил в город, частично распродался. К этому моменту мне накапало 185 тысяч серебра, но надо было продолжать, и дальше фарм шел без приключений и довольно удачно по дропу. К тому же открылась 6-я риверка. Пофармив часок, вернулся в город. Отложил в банк 5-й и 4-й рунки души и цветные шкуры, которые собирал, когда была возможность. Продал либо выставил на продажу лут и к концу дня накопил 300 тысяч. Подведем итог первого дня. Открыта Т6 риверка, собирательство шкур и волокна Т4, Т5 ношение оружия и брони. Заработано более 300 тысяч, плюс масса впечатлений от ПВП, пары гангов и в целом от игры. Удастся ли мне заработать на прем за оставшиеся 2 дня, мы узнаем из следующих видео. Пишите в комментариях, удастся ли у меня эта затея. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк или дизлайк. Всем пока!